этом видео 100 гениев сразятся против 1000 титанов. Но перед началом не забудь подписаться на канал и поставить лайк, потому что 95% смотрит мои видео без подписки. Надо исправляться. Для начала мы создаем мир. Размер я выбрал большой. That's quite big. Нажимаем создать. Теперь, собственно, нам необходимо создать карту. Для этого мы заполняем всю эту территорию землей. Ну и, конечно же, заселяем эту землю травой. И я не хочу на этой карте создавать стену, и зачем она, в принципе, нужна, если мы можем создать природный барьер, а именно реку, которую мы проводим прямо по центру карты. На берегу реки я захотел добавить немного песка. Давайте, в принципе, это сделаем, чтобы наша карта выглядела поприятнее. Еще мне хочется добавить немного лесной почвы, и ее я добавлю в угол каждого острова. Примерно как-то вот так. Давайте здесь увеличим, чтобы было все ровно. Добавлять другие биомы я не буду, чтобы у каждой расы были примерно одинаковые возможности. Также, конечно же, заселяем наш лес травой, и нам необходимо будет еще добавить сюда деревья. На другом острове проделываем те же самые махинации. Далее меняем мировые законы. Мы включим разгневанных жителей, отключим восстание, выключим голод и старость, а также природные катаклизмы и другие бедствия. Мировые эпохи мы также изменим и оставим только одну эпоху, а именно эпоху надежды. На левом верхнем острове мы заспауним гениев. Для начала спауним первого человека, чтобы он создал королевство. И теперь нам необходимо заспаунить еще 99 человек. А вот они и появились. Им мы будем выдавать две черты, среди которых, конечно же, гений, а также черта мудрый. И выдаем эти две черты нашей сотне. А на правом нижнем острове мы заспавним 1000 титанов. Спавним для начала первого человека, чтобы он создал королевство. И теперь нам необходимо заспавнить еще 999 людей. Этой 1000 мы тоже выдаем две черты, а именно черту гигант, а также черту сильный. Но кажется, как будто явно чего-то не хватает, и я знаю чего. А не хватает названий у наших королевств. Королевство титанов мы назовем титаны, а королевство гениев просто назовем гении. Для флага гениев я решил выбрать вот такой вот синий цвет, а также иконку пробирки. Титаны у нас получат флаг сиреневого цвета с эмблемой башни. Гении уже построили костер на своей территории. Титаны тем временем также построили костер, но его плохо видно из-за того, что он находится за деревом. Также у титанов появилась первая палатка, и они все пытаются в нее залезть. Это выглядит, конечно, максимально странно. Гении тем временем построили уже две палатки, кстати, даже 3, на наших глазах появилась третья, и в принципе потихоньку начинают заселять свой остров. Гении уже имеют большую территорию, чем у титанов, хотя население у них в 10 раз меньше. В королевстве гениев появилось уже 3 дома первого уровня. Титаны пытаются не отставать, они тоже построили дома, но правда в количестве 2 штук. Оба королевства основали новые поселения. Гении в своей новой колонии уже успели построить костер, в то время как титаны только приступили к его строительству. И вот каждое королевство в своей колонии уже имеют дома первого уровня. На данный момент титаны имеют 3-й уровень культуры, а скорость получения знаний 5. Они исследовали дома первого уровня, острые топоры и производство оружия. Гении у нас также имеют 3-й уровень культуры, но скорость получения знаний 8. Они исследовали те же самые знания. Оба королевства определенно идут вровень. Только что они основали 2 новых колонии в своих королевствах и потихоньку начали строить в них костры. Тем временем королевство гениев обзавелось ратушей в своей столице. Но помимо ратуши у них появилась первая мельница, а также они начали прокладывать дороги в своем королевстве. А вот титаны пока ничего из этого не имеют. Но зато титаны первыми дошли до воды. Гении начали строить дома 2-го уровня, а также у них появилась ратуша в первой колонии. А вот в своей столице они прокачали ратушу уже до 2-го уровня. Титаны пытаются нагонять гениев. Они начали строить дороги в своем государстве. И помимо этого они построили ратушу в своей первой колонии. Но что самое интересное, ратуши в своей столице они пока не имеют. А вот гении обзавелись еще 2 мельницами. И население 2 королевств потихоньку начало увеличиваться. Популяция титанов составляет уже 1023 человека, а популяция гениев 176. Титаны имеют 7-й уровень культуры, а скорость получения знаний 6,5. Они исследовали дороги и мельницы, дома 2-го уровня, а также острые топоры. Гении же у нас имеют 10-й уровень культуры, а скорость получения знаний 15,8. Они уже исследовали производство брони, порты, дороги и мельницы, дома 2-го и 3-го уровня, а также острые топоры. И королевство гениев наконец-то вышло к воде. А вот у королевства титанов появилась первая мельница. Популяция гениев перевалила за 200, а также они построили первый пирс в этом мире. Королевство титанов основывает аж 2 новых колонии. Гении пытаются не отставать и тоже основывают 2 новых колонии. И вот популяция гениев перевалила уже за 300 и продолжает стремительно расти. Уже 400, окей. Они построили первый порт, но корабля пока не имеют. Но зато у них появилось еще аж 2 пирса. Титаны, к сожалению, пока порта не имеют, но зато они построили аж 3 пирса. А также на своей территории они построили 2 новых мельницы, а еще ратушу своей колонии. Гении же уже начали строить шахты. На их территории уже имеется 3 шахты. А также они улучшили 2 ратуши до 2-го уровня в своих колониях.
население титанов перевалило за 1100, а гении уже построили второй порт и 2 корабля. На данный момент титаны имеют 10 уровень культуры, а скорость получения знаний 8,5. Они изучили порты, дома 3-го уровня, а также эффективность копания. Гении у нас имеют 15 уровень культуры, а скорость получения знаний 21,3. Они исследовали производство брони, транспортные лодки, шахты, дома 4-го уровня, а также жилищный вопрос. А еще получение знаний 1-го уровня. И практически изучили луки. Только что титаны оставили 2 новых колонии в углах своего острова. Одна колония расположена в лесу, а другая на теплом пляже, который омывается вот такой прекрасной рекой. Гении делают какие-то непонятнейшие мувы, потому что они оставили 2 новых поселения, потом одно поселение они уничтожили и оставили на его месте 2 новых поселения. What? Просто зачем? Зачем вы это делаете, друзья? Но, видимо, нам не понять эти гениальнейшие мувы, у нас слишком маленький IQ для этого. Титаны наконец-то построили первый порт, а также обзавелись первым кораблем. А население гениев тем временем перевалило за 5 сотен и уже составляет 577 человек. А вот королевство титанов имеет 1200 населения. В любом случае, отрыв между двумя королевствами очень быстро сокращается. И вот королевство гениев основывает новое поселение у воды. Королевство титанов на своей территории начало строить шахты. У них уже имеется 4 шахты в наличии, а также только что они основали новую колонию на углу своего острова. Титаны начали улучшать свои ратуши до 2-го уровня. Но что самое главное, они начали строить казармы в своем государстве. Они уже обзавелись 2 казармами, а также построили второй порт. А вот у гениев уже 4 порта, но казармы на своей территории они пока не имеют. Титаны у нас имеют 15 уровень культуры, а скорость получения знаний 13,3. Они изучили торговые лодки, казармы, шахты, дома 4-го уровня, а также эффективность копания. А вот гении у нас имеют 23 уровень культуры, а скорость получения знаний 27. Они изучили сторожевую башню, трансформацию культуры 1-го уровня, скорость культуры 1-го уровня, дома 5-го уровня, луки и копья. Но помимо этого они обзавелись одним редким знанием — военной стратегии. На своей территории гении построили новые порты, а также первую сторожевую башню. И население гениев уже составляет больше 1000 человек, в то время как население титанов 1354 человека. Они также обзавелись новым портом и улучшили практически все свои ратуши до 2-го уровня. А вот гении стали первыми, кто полностью изучил свой остров. Они решили застраивать всю свою территорию сторожевыми башнями. Вы просто посмотрите, насколько их много. Они уже имеют 38 уровень культуры, а скорость получения знаний 39,8. Они изучили колодец, управление 1-го и 2-го уровня, огромное количество разных материалов и контроль 1-го уровня. А еще эффективность торговли. Но помимо этого у них появилось 3 новых редких знания. Это управление 3-го уровня, герои и путь жизни. Титаны у нас имеют 25 уровень культуры, а скорость получения знаний 22,3. Они исследовали производство брони, торговые лодки, скорость культуры 1-го уровня, получение знаний 1-го, копья, а также контроль 1-го уровня. А еще у них появилось 4 редких знания, среди которых ремесло бронника, стратегия защиты, военная стратегия и оружейное дело. На территории титанов начали появляться вот такие интересные статуи. Например, вот такая вот статуя персонажа разработчика игры. И вот, наконец-то, спустя десяток лет, титаны полностью изучили свой остров, с чем мы их и поздравляем. Население гениев составляет 1277 человек, а население титанов 1429. И вот уже на территории гениев появились казармы, но помимо казарм у них также появились колодцы. А вот титаны начали строить статуи по всему своему королевству. Титаны объявляют войну гениям. Мы можем видеть, как титаны собирают десант на корабль. То же самое у нас делают гении. Вы просто гляньте на эту огромную армию. И гении начали атаковать с лука корабль титанов, и они его уничтожили. Гении высадили десант на территорию титанов и захватили первую колонию. Вы просто гляньте, насколько их здесь много. Но титаны пытаются дать отпор, они пытаются вернуть свою территорию под контроль. Но гении продвигаются дальше вглубь территории титанов и начинают поджигать их территорию. Титаны также высаживают свой десант и начинают захватывать территорию. И титаны действительно захватили первую колонию на территории гениев. Гении также не останавливаются и захватывают еще одну колонию на территории титанов и продвигаются дальше, пытаются продвигаться дальше. Мы видим их огромную армию, и мы видим, насколько быстро они продвигаются дальше. Но титаны на месте не стоят, они захватили также еще одну колонию, но, похоже, они сейчас ее потеряют. Да, они, к сожалению, теряют эту захваченную территорию. Гении захватили большую часть острова титанов, вы поглядите на это. Они раздробили королевство титанов на 2 части и продолжают их захватывать. Весь десант титанов, который отправился на территорию гениев, был уничтожен практически полностью. Титаны еще пытаются что-то здесь сделать, но, боюсь, у них ничего не выйдет, потому что территория гениев очень хорошо защищена. Помимо того, что у них большая армия, на всей территории у них стоят сторожевые башни. Одна колония титанов была полностью уничтожена. Гении захватывают еще одну колонию титанов. И можем видеть, насколько быстро популяция титанов сокращается. Она уже составляет меньше 20 человек. И, к сожалению, королевство титанов было полностью уничтожено. 2 острова, весь
весь мир, вся карта полностью захвачена гениями. На этот раз гении оказались сильнее титанов. Всем большое спасибо за просмотр, пишите свои идеи в комментариях, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. И всем до скорой встречи, всем пока! У меня появился сервер в Майнкрафте, если вы хотите на него попасть, подавайте заявку через Discord, ссылка в описании.